Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами. Традиционно по средам Костя Бондаренко на связи, известный украинский историк и политолог. Константин Петрович, приветствую вас. Добрый вечер. Друзья, всем большое спасибо за то, что присоединяйтесь. Сегодня много вопросов, и эти вопросы я обязательно все-таки планирую. Иногда так бывает, знаете, заговоришься. Но вопросы, правда, очень интересные, хорошие и обращения, поэтому дождитесь, пожалуйста, финала нашей программы. В процессе можно оставлять эти вопросы заблаговременно в сообществе YouTube-клубе зрителей. Никого не хотите ждать и канал хотите поддержать, QR-код, если работает сервис, вот прям на экран можно вывести. Если хотите вот вживую, прям интерактив такой, то это в самом финале в чате трансляции. Но заранее, пожалуйста, туда не пишите вопросы, они просто в процессе эфира улетучиваются. Также начинаем традиционно с опроса нашей сегодняшней аудитории. В конце подведем итоги. Откуда власти Зеленского на данный момент исходят опасности больше? Варианты ответов. От Трампа, от Путина, от ближайшего окружения, что ни на есть самый ближний круг, или от народных волнений и, вот этого, знаете, кто-то говорит народных проклятий, кто-то говорит недовольства. В общем, такие 4 варианта. Я предлагаю именно с этого начать и поразмышлять на эту тему. Что думаете? Я считаю, что это третий вариант. Народ у нас безмолвствует. Народ у нас использует в основном как массовку в тех или иных случаях. Что касается Трампа, он уже неоднократно демонстрировал, что мог бы, в принципе, но не хочет отстранять Зеленского от власти или же каким-то образом менять ситуацию в Украине. Путин тем более. А что касается ближайшего окружения, тут оно как раз состоит из двух частей. Потому что есть ближайшее окружение, те люди, которые окружают Зеленского и, соответственно, являются его командой. А есть ближайшее окружение, это его охрана, которая, как мы знаем, начиная с 2024 года, после того, как якобы готовилось некое покушение госохраной на Зеленского, он теперь не доверяет украинцам, он доверяет только британцам. А мы же знаем, что на самом деле охрана от конвоя отличается только поставленными задачами. Это действительно так. Однако, понимаете, тут же возникает главный вопрос. Сейчас этап очень сложный для Украины. Сейчас мы видим определенное... никто этого не заметил. Да? Это же сенсация, то, что сказал Буданов, РБК Украина. Причем так в печатном варианте. Это никакое не было выступление. Поэтому и пропустили все. Все заняты другим, да, там всякими хайповыми темами. А он сказал, что, ребята, нельзя стрелять по Путину, России там по Зеленскому, потому что есть правила переговоров, и мы движемся в этом направлении, и мы, соответственно, должны придерживаться этих правил. То есть нельзя обострять, нельзя делать резкие шаги, заявления, какие-то, не знаю, обстрелы, что-либо вот в этом роде. Но этого никто не видит. Да? Такое ощущение, что Буданов это заявил и прокомментировал так, в пустоту. Почему? Смотрите, дело в том, что Буданов на протяжении всей войны, на протяжении всех боевых действий был единственной фигурой, у которого были не формальные, но реальные связи с Россией. В частности, покушение недавно было на генерала Алексеева, это был визави Буданова. Все моменты, которые были связаны с целым рядом очень щепетильных вопросов. Условно говоря, Зеленский едет в Херсон. Многие заметили, Зеленский приехал в Херсон, сфотографировался, там раздал награды, уехал. Все это время не было обстрелов, только Зеленский уехал, через 40 минут начинается обстрел. Обмен телами. Обмен гражданами, не только военнопленными. Знаете, когда некоторых украинских граждан отправляли на обмен в Россию и прочее, тоже все шло через ведомство Буданова.
Вот. То есть Буданов был той точкой, с которой, в принципе, не прекращался контакт на протяжении всей войны между Россией и Украиной. Ну и, соответственно, я уже встречал очень много конспирологических теорий, в частности, и люди, которые сегодня работают в офисе президента, они высказывали, кому было выгодно покушение на генерала Алексеева, вот, чтобы фактически дискредитировать этот канал связи. Буданов знает, о чем он говорит, что есть определенные договоренности. И эти договоренности существуют не просто между Украиной и Россией, эти договоренности существуют на более высоком уровне. Это было пожелание и европейских, и американских партнеров Украины по отношению к Украине. Вот. Это были принципы, которые были заявлены тоже неформально, абсолютно, но были заявлены Россией, что по центрам принятия решений бить не будет. Центры принятия решений остаются вне определенных ударов. Один раз был прилет по острову, по главному управлению разведки. По Буданову. Да, по Буданову. Буданов тогда получил, насколько я знаю, он получил серьезную контузию, потому что прилет был... Он случайно не был в своем кабинете в это время. Случайно. Это было то ли в мае, то ли в июне 23 года. Вот. Приблизительно в то же время, когда была попытка убить Залужного. То есть тоже это было приблизительно в одно время. Там буквально неделя разницы. Вот. Что касается того, кто туда прислал этот беспилотник, до сих пор непонятно. Что касается как раз украинской стороны, было несколько попыток ударить по центру принятия решений. Помним 2022 год, 23 год, извините, тоже, когда украинские беспилотники летели в сторону Кремля. Помним ситуацию с Валдаем и так далее. Но позиция Буданова, что раз мы взяли на себя определенные обязательства не перед Россией, а перед партнерами, то, соответственно, должны придерживаться этой позиции. Угу. По поводу переговорных моментов, вот здесь начинается определенный сумбур. Вроде как все уже поняли, что завтра Женева, но это Женева иранская, и ситуацию вокруг Ирана будут так или иначе разруливать, а Украина в ближайшие 10 дней. У меня такой вопрос. Это все откладывается в долгий ящик? Или смотрите, почему задержки? Дело в том, что и предыдущая Женева была в меньшей степени украинской. Предыдущая Женева, помните, прилетел в Женеву еще и Кирилл Дмитриев, который параллельно встречался с Уиткофом, и они решили намного больше вопросов, чем украинская и российская делегации. Вот. Поэтому, да, Женева снова становится достаточно универсальным переговорным полем, переговорной площадкой. Но почему? Женева же это заангажированная сторона, оружие поставляет Украине и вообще санкции поддержала против России. Это формально Швейцария остается нейтральной страной. Формально. Вот, как минимум две нейтральные страны, два нейтральных государства в Европе, Австрия и Швейцария, постоянно рассматриваются как переговорные площадки. Хотя Швейцария, она в меньшей степени нейтральна в этом конфликте, чем Австрия. Австрия действительно ни разу не нарушила свои обязательства по нейтралитету. Я очень хорошо знаю, как велись переговоры с австрийским руководством, с руководством австрийской компании и так далее. Вот, они говорили, если только какие-то мы можем поставлять в Украину какие-то там вещи, которые не могут использоваться в качестве летальных видов оружия. Вот, даже одна из фирм австрийских вела переговоры о поставках в Украину миноискателей. Вот. Миноискатель – это одна из лучших фирм, одна из наиболее качественных фирм с качественной продукцией. И они четко говорили, мы можем работать только на той территории, на которой не ведутся боевые действия. В зоне боевых действий наша техника не может применяться. Тут такой аспект.
щекотливый. Буквально перед нашим эфиром распространили видео. Это традиционная история, когда есть там пул Кремля, да, журналистов, да, и вот там это все называется, вы увидите, в воскресенье в Москва, Кремль, Путин. Есть такой штатный журналист Зарубин, который там и может и в гости к Путину сходить, ну, как бы отрабатывает именно встречи, именно вот как бы голос Кремля, да. И вот он с Песковым поговорил, и тут, о чудо, опять приглашают Зеленского в Москву. Ну, как приглашает? Встреча Путина и Зеленского для финализации всего, то есть точку поставить жирную, это да. Но если все-таки хотят раньше, ну, пожалуйста, милости просим, приглашаем. Кажется, я понимаю, что у многих уже оскомину набила эта история, да, все уже видят за этим какой-то пиар, какое-то перетягивание канатов переговорных, но почему это из раза в раз повторяется эта тема, что вот давайте Зеленский, и Трамп даже сам говорил, точнее не Трамп, Уитков. Но там тоже очень хитро все было. Вчера на вечерней сессии с лидерами, с гостями Киева включили Виткофа. Он, прям видно было по нему, ну он вообще такой как бы душевный, ну, не хочется говорить старичок, ну, я по-доброму, да, ну, душевный мужчина, он так вот, и он, видно, что он смущается, по всей видимости, ему кто-то задал вопрос, вот так вот прямо, ну, типа вот в лоб, поддерживаете или не поддерживаете встречу Зеленского и Путина, и он начал вот это вот крутить, и, в принципе, из его слов было понятно, что, ну, да, поддерживаем в конце, вот все, встреча, саммит трех. Почему эту тему мусолят? И почему она не умирает, несмотря на ну, такую браваду, которую заявлял Зеленский за последние дни? Это информационные вбросы, информационная волна определенная для обсуждения, не более. Понятное дело, что здесь больше доверия к Пескову, который сказал о том, что финализация должна быть, то есть лидеры встречаются тогда, когда уже финализируется тот или иной процесс. В ходе обсуждения работают рабочие группы, специально уполномоченные по тем или иным вопросам переговорного процесса. Это протокольные нормы. Так построена дипломатия. Вот, лидеры встречаются только тогда, когда необходимо уже фактически пожать руку и поставить подписи под конкретным документом. До этого работают рабочие группы. Все заявления о том, что нам надо сейчас встретиться, нам надо сейчас вот поговорить, вопрос о чем? О Донбассе. Да. И что? Ну как, Вот. смотрите, Зеленский же неоднократно толкал этот нарратив, говорит, вопрос территорий можно решить только так. Да, тогда просто определяются директивы, определяются переговорщики. И эти переговорщики вот ведут переговоры в рамках определенных директив. Возвращаются, говорят. И так далее. Это сложный процесс, Смотрите, но он никогда не ведется первыми лицами. Вы знаете, я не буду защищать Зеленского, вы знаете, это не моя история. Но, ну вот давайте смоделируем ситуацию. Вот этим ребятам, я их так назову, Буданов, Арахамия, Умеров, а Умеров там еще и как бы главный, вдруг дается суперсекретная директива о том, что вы можете согласиться на вывод войск из Донбасса, ну и там ряд условий, короче, в формате переговоров. На следующий же день это все сольют, и уже будут у офиса президента писать 3 раза слово «лох» на двери. Ну, то есть, вроде как понятно, почему Зеленский опасается вот именно действовать по протоколу. Плюс еще один аргумент. А нет там переговорщиков, дипломатов. Не, ну Кислица там, конечно, есть, он типа дипломат с опытом, но по большому-то счету... Ну, давайте говорить, что у нас вообще нет дипломатов. У нас профессиональных дипломатов всех поразгоняли. И сейчас, извините, понабирали, за редким исключением, вот, понабирали абы кого, что называется. Ну, я помню МИД, который был при Константине Ивановиче Грищенко, и при Борисе Ивановиче Тарасюке, при Зленко, и при Удовенко и так далее. Я помню, что это был МИД. Да, он только становился на ноги, но это были определенные какие-то нормы, определенные правила. Извините, пожалуйста, зайдите сейчас в Министерство иностранных дел, поговорите сейчас с людьми, которые там работают. Вот, так что у нас Кислица при всех вопросах, знаете, это, помните, был когда-то мультфильм, что возьмите лучших из лучших.
Лучших из лучших нет, возьмите лучших из худших. Ну вот, лучшие из худших. О дипломатах давайте продолжим, раз уж начали. Прокомментируйте, пожалуйста, как историк, Константин Петрович, а, как политолог, вы поймете, почему я смеюсь сейчас, сегодняшнюю перепалку, да, ну она как, она вчерашняя по часовым поясам, которая на Совбезе ООН произошла. Значит, выходит Небензя и, так сказать, дает стране угля. Вот что говорит. Да. Господин председатель, если формально, я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают, ее трудно найти, даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец щирый украинец. Да и мать тоже. Из казаков. Почерее, чем вы, пане Бецы, и вы, пан Бельник. Но для нас нет разницы. Мы все одни. Миллионы украинцев в России, миллионы русских на Украине. И в Беларуси тоже. Вы сами это прекрасно знаете. И дело не в этом. Национальность у нас общая, вот веры разные. Из Киевской Руси, которую вы продали за 30 серебряников. В Великую Отечественную войну мой отец, украинец, пошел воевать из Ленинграда за свою страну, за свое отечество. Приписал себе год, чтобы его взяли добровольцем. Так с этим приписанным годом и прожил всю жизнь. Тогда у нас было общее отечество. А во что вы нынешнее свое превратили? Это не понимает и не может понять почти никто из сидящих в этом зале. Тогда мы вместе воевали с нацистами. А сейчас воюем одни, без вас. Без тех, кого вы превратили в нацистов. За народ Украины, чтобы они не стали такими же. Да, это продолжается 4 года. Да, меня не радует, что гибнут люди. Но если надо, будет продолжаться столько, сколько нужно. Чтобы этих людей вы больше не зомбировали. Ну, в общем, так, да, чтобы людей больше не зомбировали, будет продолжаться это столько, сколько нужно. Отсылка к Великой Отечественной, к общему Отечеству. Ну и украинец, говорит, я побольше там, чем вы. Бец ему ответила, говорит, нет, у нас отдельная нация и все такое. Ну, прям интереснейший эпизод. Но на самом деле он прав, он действительно украинец и по отцу, и по матери. Вот. Отец его, Алексей Андреевич Небензя, был, кстати, очень известным деятелем сначала комсомола, потом коммунистической партии, первый секретарь Сталинградского обкома комсомола, то есть заметная личность, так что Небензя потомственный, скажем так, элитарий. Вот. Но действительно в России существует большое количество людей, которые являются украинцами по происхождению. И их очень много и в руководстве российском. Вот совсем недавно в отставку в прошлом году отправлен Дмитрий Козак, вообще уроженец Кировоградской области и Гайворонского района, да, это село Бандурово. Потом большое количество, можно называть там, людей, у которых не только украинские фамилии, а украинцы, там, родители, которые родились в Украине, которые в Украине росли, воспитывались. Вице-премьер Новак из Горловки, значит, в свое время это была украинская Советская Социалистическая Республика, Мединский из Смелы, Черкасской области и так далее. Что касается вот этого переплетения, да, вот в Украине большое количество русских, которые тоже занимают важные должности. Главнокомандующий вооруженными силами Украины, сырский, русский по происхождению тоже. Ну, фактически мы переживаем те же процессы, которые переживали в 1919, например, году, в 1918, когда по обе стороны жили люди, которые по ходу уже только определялись, кто они, на чьей они стороне. И я думаю, что для многих западных политиков это непонятный процесс, это непонятная ситуация. А для Бецы понятный? Ну, вы понимаете, что есть люди, которые стараются быть святее Папы Римского, что называется, и стараются действовать в рамках определенных инструкций и определенных директив, которые им спускаются сверху. Вот. Эти люди как раз даже свой патриотизм полностью привязывают исключительно к вот этому догматизму, политическому догматизму.
По итогу этой, ну, там было голосование, да, Совбез ООН, Генассамблея ООН, там же 24 число, это вот, ну, день, когда подана была резолюция о том, что остановить войну, перемирие немедленно, в общем, уважать суверенитет, все, ну, как бы такая правильная под дату резолюция. Поддержала большинство, конечно же, но США воздержались вместе с Венгрией, а Россия, Иран, Китай против. Ну, потому что у Соединенных Штатов были свои поправки, у Соединенных Штатов было свое видение А в чем, данной в ситуации. чем вот это Но вот да, подноготное вот этого Соединенные голосования? Штаты не хотят сегодня портить отношения с Россией, которые базируются в первую очередь на экономическом интересе. Вот. Они считают, вот нынешняя администрация считает, что зачем сейчас ради там 2 запятых и нескольких там словесных формулировок в резолюции, которая и так ничего не значит, по большому счету, которая ничего, ровным счетом, это просто декларативный документ, который сегодня там приняли, завтра на нем написали в СМИ, послезавтра о нем забыли. Зачем портить то, что так, на протяжении года рабочие группы, одна во главе с Уиткофом, другая во главе с Дмитрием, так долго старались воплотить? Я имею в виду экономическое сотрудничество. В продолжение слов Небензи, ну, знаете, такой эпизод. Я уже думал, что все уже развалили в Киеве, все, что можно. Оказалось, не все. Патон пострадал. Значит, изуродовали бюст академика Бориса Патона, сбили все упоминания о его заслугах и наградах, активисты сорвали надписи «Герой социалистического труда», 2 ордена Ленина там упоминались, и медали «Серп и молот», убрали само слово «академик», да. Ну, произошло это, как утверждают, что, в общем, в рамках декоммунизации и, ну, вандализм чисто, в чистом виде. За что Патона, Константин Петрович? Тут не столько Патона, сколько это борьба с советским прошлым. А Патон, как Борис Евгеньевич, так и его отец Евгений Оскарович Патон, они ассоциируются именно с советской наукой. Они являются символами того, что Украина на протяжении длительного времени пребывания в Советском Союзе имела свою науку, развитую науку, достаточно весомую науку. Их вклад в общий человеческий научную копилку, можно сказать, так был тоже очень весомый. Мне посчастливилось знать лично Бориса Патона, академика Бориса Патона. Мы с ним неоднократно пересекались на совещаниях гуманитарного совета при Викторе Януковиче. Он приходил. Очень интересный собеседник, очень интересный человек. Вот, да, ему было уже тогда за 90 хорошо, но очень хорошо держался. Так, он еще тогда, когда ему было за 90, он еще практически каждый день ходил в бассейн, плавал. То есть он такой, да, был очень активный. Что касается вот этой борьбы, это не борьба с Патоном. Это не борьба за декоммунизацию. Это борьба с тем, чтобы... борьба, точнее, за то, чтобы вытравить у человечества, у граждан Украины память о советском периоде. Ну, знаете, это ведь невозможно. Вот эти вот борьба с Возможно. памятниками. Нет, невозможно. Возможно. Я сегодня прозрел, я хотел с вами поделиться этим. И с вами, дорогие зрители, тоже. Есть, ну, для нас с Константином Петровичем особенный орган. Это Центр противодействия дезинформации СНБО Украины. Почему? Потому что оттуда... Дай им Бог здоровья. Да. Вот это все, да, происходит. Я, если честно, они делают, они не только там занимаются, они там факт-чекинг, вот это вот опровержение, очень часто садились в лужу, но в духе патриотичном садились, когда, например, подтверждалось то или иное действие. И вот сегодня они вот выставили, это же тоже потрясающе, это же нечто. Значит, есть такой Тимур Мирошниченко, ведущий Евровидение, да, он много лет ведет Евровидение, он вел, когда в Украине был ведущий, телевизионщик. И вот у них есть студийка, они там разных деятелей приглашают. И тут она, как бы ведущая, вместе с ведущим, короче, обсуждают русский язык. Это очень интересно.
Я мріяв, щоб мої діти, в принципі, не знали російської, тому що навіщо вона їм потрібна. Але ж не Але виходить. неможливо. Неможливо. В школі, причому в школі в нашій, ну такі, серйозні люди, які кажуть, вичитують батьків тих дітей, які розмовляють не українською. От, але все одно не працює. Не працює. М. Це проблема контенту? Чи це проблема саме в ось цій Можливо, лексиці? це якийсь протест у людей. Проти кого? Ну, проти всього. Вот. Вы понимаете, в чем дело? Они сидят и говорят, не работает. А против кого? Против всего протест. Слушайте, ну сила действия равна силе противодействия. Сегодня вы изуродовали бюст Патону, завтра вы там начали рассказывать, как там русский язык, это там как-то собачья мова, вот это все. Ну так вы и получите. Они не знают, что с этим делать. Да, в том-то и дело, что не знают. Помните, мы с вами неоднократно уже обсуждали, что на самом деле предпринимаемые действия, они приведут к противоположному результату. Что на каком-то этапе молодежь будет воспринимать русский язык как язык протеста. Язык свободы. Да, ну, фактически, да, язык протеста против вот этого давления и прочее. Вот, да, он будет сильно изменен, этот русский язык, он будет, возможно, не такой, каким он является в России, этот язык, в нем будет очень много украинизма и много англицизмов, но в основе своей это будет язык протеста против государства, вот, государственной политики. Вот, потому что нельзя насильно ломать, заставлять и прочее. Вот, что касается... ну, плюс ко всему конфликт отцов и детей. Неизбежно конфликт отцов и детей тоже будет порождать определенные моменты. Самое страшное для политиков, для любого политика, это когда их идеалы становятся смешными для будущих поколений. Когда над ними начинают смеяться. Вот. Поэтому я думаю, что в этой ситуации очень те, кто вот сегодня так ратуют там, за языковые патрули и прочее, они с большим огорчением будут смотреть на то, что будет происходить при их еще жизни в конце своих годов, своей жизни. Константин Петрович, ну если уж так о языке, то не могу не поделиться. Но это, конечно, просто разрыв соцсетей произвел Залужный со своим выступлением, да, на английском языке. Good morning. Good morning. A little digression. Digression. Ну, имеется в виду маленькое отступление, имелось в виду. Ну, это же потрясающе. Значит, смотрите, и тут люди разделились. Ну вот, наверное, по менталитету, потому что одни говорят, что, слушайте, ну классно же, ну а подождите, а вы как разговариваете на английском языке? Да точно так же, только там вот это вот коверкаете слова, типа вы там, у вас акцент какой-то, ну нормальный наш человек, свой. А другие говорят, как так, он уже сколько, 2 года посол в Британии, или там 1,5, да, говорит, как так, он что, он же в англоязычной среде, почему не выучил язык, позор тебе, позор. Некоторые привносят политическую нотку в это все, потому что Шпигель вчера выпустил материал о том, что это самый страшный для Зеленского человек. Ну и он там еще такая фотография у него там рукой так. И вот тут же, смотрите, очень же круто выглядит Зеленский, который вот шпарит на английском, общается с журналистами, и Залужный у тумбочки, который по бумажке не может прочитать свое выступление. Это минусовка Залужного, это отыгрыш какой-то, это или просто Залужный у нас такой. Если такой, то зачем нам посол, который в Британии не знает английский язык? Ну, на самом деле сейчас, если прошерстить украинский политикум, в Украине из абсолютно хороший английский язык у одного политика, Арсения Петровича Яценюка. Тут это...
Да, вот. По этому поводу в свое время один из, когда Арсений Петрович стал премьер-министром, один из депутатов тогда сказал ему: Сеня, ну вообще-то, если у тебя только одно достоинство, то лучше иди работай в интуристе переводчиком. Ну, это, так скажем. Да, у него хороший английский, у него хорошо поставлен английский, да. Зеленский, когда выступает, многие британцы, американцы особенно, говорят о том, что мы не понимаем, что он говорит. У него, да, вроде бы английский, но это такой себе английский. Вот. Залужный, да, ну вот он засел за учебники английского, так, и на уровне who is on duty today, он приблизительно вот его выучил. Но, вы знаете, на самом деле я сталкивался с тем, что это, оказывается, не является какой-то проблемой вот в Европе. Я знал депутатов Европарламента, которые избирались дважды, которые не знали английский язык. Вот, которые просто приходили, тоже читали по бумажке там, свое выступление, но при этом были отличными лоббистами. Они умели договориться, они знали все, там, через них там, лоббировали большое количество вопросов. Как, я не знаю. Вот. Я знаю многих послов, которые тоже... Я знаю министра иностранных дел Украины, который тоже не знает английского языка. Противостояние Залужного и Зеленского. Как оцените на этом этапе? Залужный хочет уйти в политическое плавание. Более того, его сейчас выдавливают туда и его покровители из Ми-6, с одной стороны, а с другой стороны его ближайшие соратники, вот, такие как Пашинский и прочие, которые хотят, чтобы Залужный уже начал заниматься делом, начал готовиться к президентским выборам. Не рано? Так в том-то и дело. Они считают, что потом будет поздно. А вы как считаете? Я считаю, что пока что Зеленский делает все для того, чтобы президентские выборы не состоялись. Вот. Делает все для этого. Но Запад уже начинает потихоньку посылать ему сигналы, что недовольны. Вот. Я неоднократно приводил эту историческую параллель. Вот, когда, как говорят, в 20-е годы, приблизительно в 1928 году, Сталин поссорился с Крупской очередной раз. Он сказал, что будешь выступать против генеральной линии партии, вдовой Ленина назначим Стасову. Так вот, в данной ситуации приблизительно тоже говорят Зеленского. Это с этим связано его вот это гамлетовское: вы или убрать меня хотите, или выборы, если выборы... Да, то именно. давайте. Это он чудесно понимает, и ему давно уже это довели к его сведению, что и американцы, и европейцы рассматривают его как возможного такого агнца, которого можно на политическое заклание отправить. Вот. В каком виде? Это не обязательно там какой-то летальный исход, вот, но лишить его кресла. Очень серьезно выглядит вчера, сегодня обсуждаемая история с возможной поставкой заряда ядерного, компонентов для ядерной бомбы со стороны Франции и Британии Украине. Через паузу Сибига, Франция, Британия все опровергли, сказали, это Путин что-то выдумывает, это все неправда, это все ложь и провокация. Сегодня очередные гости у Зеленского, да, норвежские гости, он там проводил брифинг, ему задали этот вопрос, мол, как-то отреагируйте по поводу оружия. Вот что говорит Зеленский. Зазвичай, коли Росії не вдається перемагати на полі бою, вони починають шукати ядерну зброю на території України. В Україні немає ядерної зброї, на жаль, ви знаєте всі обставини, коли в Україні була ця зброя і коли не стала. Завдяки чому і завдяки кому це сталося. І тому я думаю, що це підготовка і до зустрічей трьохсторонніх, це і тиск такий політичний. Далі, напевно, є деяка інформація, яка була в засобах масової інформації, що в Європі думають щодо ядерної парасольки, то що може це така просто риторика, така відповідь Росії. Але мені здається, що завжди небезпечно вони граються з цими словами.
ядерна зброя. І дуже хотілося б, щоб на це реагували інші країни, інші ядерні держави, передусім США, могли б, мені здається, дати їм відповідний меседж. Смотрите, это же очень интересно сейчас, то, что я вот специально решил показать этот фрагмент. Почему? Потому что это вопиющая некомпетентность и незнание. Незнание и невладение ситуацией. Политика, ну, как он себя думает, номер один, ему это глава государства, ну, как бы действующий, то он должен ответить как глава государства. Он сказал, что, первое, он не знает вообще, о чем идет речь. Дальше, ну, как бы выпендрился, говорит, вот у них ничего не получается на поле боя, да, вот они тут говорят ядерную бомбу. Третье, говорит, мы знаем, благодаря или из-за кого нет ядерного оружия, как будто вот это, знаете, вот это спасение вот то было. Хотя уже куча и аналитики, и Кравчук ему сам рассказывал, я помню эти все вещи, почему отдали ядерное оружие, потому что оно не летало, не взрывало, оно просто могло, ну, как бы, ну, денег не было на него. И короче, это скорее статья расходов была для молодого государства, чем какой-то элемент безопасности. Ну и третье, он говорит, США. Смотрите, Россия говорит, что Франция и Британия дадут компоненты, а реагировать должна США. Почему? Да. Есть договор о нераспространении ядерного оружия, договор 1968 года, который поддержали не только ядерные государства, но и 170 государств, более 170 государств мировых. Украина среди них, Украина в их числе. Есть эти договорные обязательства, которые нарушались, начиная с 2011 года, нарушались теми же Соединенными Штатами. Вот. Что касается нынешней ситуации, фактически без контроля начинается процесс, фактически процесс пересмотра, такой ревизии этого договора. Польша захотела сейчас разместить ядерное оружие американское на своей территории. Ну, на территории Беларуси размещено российское ядерное оружие. Потом, соответственно, сейчас, не сегодня начал подниматься вопрос о том, что пусть Франция и Британия поделятся с Украиной, поставят ядерное оружие на территорию Украины. Вот, свое ядерное оружие. Сейчас начинают говорить о том, что пусть они дадут компоненты и технологии Украине, а Украина уже сама построит. Вопрос, допустят ли Украину в ядерный клуб, вот, крупные государства, как на это отреагируют те же Соединенные Штаты, я не говорю уже про Россию, как на это отреагирует Китай, это уже второй даже вопрос. Я думаю, что попросту до этого не дойдет. Но как только появится хоть какой-то намек на то, что что-то передано Украине, это будет поводом для того, чтобы Россия применила ядерное оружие по территории Украины. Этого хотят? Это будет... Да нет, в том-то и дело. Они предупреждают постоянно о том, что такой вариант возможен. Такой вариант возможен. Но есть много людей на Западе, политиков на Западе, вот, и представителей бизнеса, которые хотели бы, чтобы все-таки этот вариант сработал. Тогда они считают, в ответ будет применено ядерное оружие по России и так далее, и так далее. И в этой ядерной войне Россия точно проиграет. Так считают некоторые в Европе. То, что в мире мир может прийти к апокалипсису, это никого из них не волнует. Очень опасные игры в целом. Очень опасные игры. Да, на официальном уровне точно ни Британия, ни Франция не заявляли, не заявляют о том, что они готовы поставлять Украине оружие. Вот. Не было таких заявлений. Зеленский несколько раз делал намеки. В феврале прошлого года, например, он делал подобного рода намек, что мы можем, в принципе, получить ядерное оружие, если постараться. Большое количество там разного рода околоофисных спикеров тоже говорили об этом, что мы можем восстановить
там производства ядерного оружия. Даже там расписывали, где они возьмут там плутоний там, из отработанного ядерного топлива, там 7 тонн можно там выделить уже сегодня и так далее. Ну, одним словом, это все расписывалось, было очень много публикаций на эту тему, но до сих пор они воспринимались как определенные фантазии, как определенный бред или провокация. Константин Петрович, важный, я считаю, момент, вот прям важный. Это вот странный какой-то сегодняшний разговор Зеленского и Трампа. Это произошло ровно когда мы уже с вами были в эфире, и закончилось, пока мы были с вами в эфире. Я поздравляю нас с вами, Константин Петрович. Наш с вами разговор уже дольше, чем Зеленского и Трампа. Кажется, что это какие-то очень беглые, какие-то непонятные вещи, как нарезают задачи. Именно. Полчаса. Это от силы. Смотрите, исходя из психологического портрета Трампа, исходя из того, что Зеленский вряд ли будет перебивать Трампа, вот, это был монолог Трампа. Трамп позвонил и сказал нечто Зеленскому. Вот. Знаете, был такой случай в 1946 году, когда была еще Драгобычская область, вот, она до 1961 года существовала, был первый секретарь ЦК, обкома, точнее, обкома Драгобычского по фамилии Мазепа, вот, и ему позвонили из Кремля и сказали, что с вами будет сегодня говорить товарищ Сталин. Он не ел, не пил, ждал. Вот в часа 2 ночи зазвонил телефон. Он встал по стойке смирно, взял трубку вот, и услышал в трубке до боли знакомый голос, который сказал только 3 слова. «Стране нужен лес». Вот. И все. Вот. Ну, после этого были вырублены все леса в Драгобычской области. Поэтому я думаю, что приблизительно нечто позвонил и сказал, приблизительно в том же тоне, сказал Трамп, тон не терпящий возражений. И я думаю, что поскольку этот разговор был очень коротким, вот, это был действительно императивно-директивный тон. И посмотрим, что за этим последует. Нет, правда, очень интересно. Сегодня еще одна новость прошла, и сначала все подумали, что это что-то эдакое, уже все как-то и забыли, да, но дела, видим, делаются и продолжают делаться. В Испании был убит Портнов, когда вел школу, В мае прошлого года, да. школу дочь. Уже даже никто не рассчитывал на какие-то новости, но тут внезапно, именно сегодня, задерживают исполнителя этого убийства. Полиция опубликует видео с места, они, в общем-то, демонстрируют это видео, сообщают. Причем сейчас интересно, да, одни говорят, что это, понятно, что разгоняют одни вражеские там какие-то нарративы для украинской власти, что это когда-то это Буданов там исполнитель, а другие говорят, не-не-не, это агент ФСБ, вот там показывают, собственно, полицейскую зачистку. И тут очень интересный эпизод есть один, который тоже обратили внимание многие. Почему агент ФСБ? Понятно, с собачкой там, да, все как положено. Почему? Потому что кредитные карты, и там по дизайну вообще-то там какая-то российская какая-то, да, то есть, это то, что можно было считать вообще из вот этого всего, да, массива задержаний. Почему именно сейчас у нас получается на столе опять политическая карта Портнова, человека, который, я помню, мы обсуждали в мае месяце, да, это убийство, и вы говорили, что он не враг Банковой ни в коем случае. Точно. Некоторые говорят, что он пытался сыграть в свою политическую игру. Понятно, что он много знал, но смотрите, он много знал и до этого, и после бы, если бы ничего не произошло, тоже бы много знал. Выйдут ли на организаторов и на заказчиков? Я очень надеюсь, что выйдут. На одном из телеграм-каналов я прочитал, что задержанный – это гражданин Украины.
Вот версия о том, что российские карты там и так далее, ну, извините, пожалуйста, насколько я понимаю, карты российских банков не обслуживаются в Европе на сегодняшний день. Так если бы у него действительно была карта МИР, например, вот он вряд ли бы сидел бы с этой картой в Германии, где она бесполезна. Так что уехал бы, наверное, в Россию, где-то сидел бы там под Новосибирском, и никто бы его не нашел, если бы это был действительно российский след. Вопрос, а зачем России убивать Портнова? Не, ну, Портнов, да, в последние годы он был очень критично настроен относительно России, но это было его личное мнение, которое он не высказывал публично, и это мнение не влияло на ход боевых действий никоим образом. Да, у него он действительно так, в частных разговорах он очень активно критиковал Россию, активно критиковал Путина, но это были частные разговоры. Вот. А что касается Украины, он не был врагом Зеленского, он не был врагом там, Татарова вот, или Ермака. Но это не значит, что у него не было врагов в Украине. Ну, странно все это, конечно. Германия, задержание, там, домик. Понятно, что это, ну, похоже, что это какой-то беженец. Ну, понятно, что, наверное, там нам расскажут немножко больше спустя какое-то время, когда это будет возможно. Но очень вроде украинец, а российские карты какие-то, ну, правда, странно. И вот этот Ну, я странный очень звонок, хорошо помню, понимаете? как, да, ну, знаете, российские карты и все прочее, оно иногда появляется в ходе, вот, когда представляют те или иные улики. Я очень хорошо помню, как в одной из, это было в 1900, точнее, в 2016 году было, и в одном из новостных сюжетов была информация о том, что вот раскрыли агентов ФСБ, которые в Сумской области вот, свою там какую-то малину там устроили эти агенты ФСБ и показывают. Висят кителя российской армии, стоят бюсты Дзержинского, вот, какие-то, да, какое-то оружие, причем там коллекционное там, оружие, явно шашки там, 19 века и прочее. Портрет Ленина висит. Ну так, что-то выдавало российского разведчика, да? То ли парашют, то ли Буденов. Вот. Понятное дело, что подобного рода сюжеты иногда специально приукрашиваются. Хорошо бы, ну, смотрите, выгодно украинской стороне выставить убийцу Портнова каким-то пророссийским агентом ФСБ. Это ясно как божий день. Но вот то, что именно сейчас это все началось на фоне достаточно серьезного замеса, выезда Шефира, ближайшего человека, за рубеж, да его видели в Польше, он уехал, проблемы, там Галущенко сейчас тягаются с этими судами, переносят, но тем не менее он мог многих сдать. Многие вообще говорят, что, собственно, очередь к НАБУ, потому что там есть еще и кабинетик куратора от ФБР, чтобы, условно, скостив себе годик-другой или вообще срок, сдать того, кто повыше. Посыпалась система вот эта коррупционная, теневая? Еще нет, но она на грани. Эта система на грани, она не станет после того, как все пойдут и там и настучат друг на друга и на своих шефов, она не станет менее коррупционной. Вот, я неоднократно говорил, Соединенные Штаты никогда не борются с коррупцией в той или иной стране. Они никогда не борются с коррупцией, они борются за контроль над коррупцией, над коррупционными процессами. Ну, вот, это коррупционная дельта и так далее. Вот. Что касается нынешней ситуации, ну, Шефир, он и до этого ездил туда-сюда. Так, вот. Многие знающие люди говорили, что Шефир как раз был человеком, который больше всего знал о, скажем так, ну, не говорите, делах, финансовых делах. В прошедшем времени, да. Да. И то, что его там увидели в Польше, ну да, из Польши, в принципе, у нас летают по всему миру потом, доезжают до Жешува, потом
летят в Варшаву, из Варшавы вот, потом летят в Абу-Даби, Дубай, еще куда там надо. Вот. А, Константин Петрович, многие вообще задаются и в соцсетях, я, кстати, вижу это последнее время, и с вами хочу тоже на эту тему поразмышлять. Это касается нашего вопроса, друзья, пожалуйста, переходите, голосуйте. Мы в прямом эфире, у нас 20:57 по Киеву. Это просто просят напоминать, а то, знаете, там вдруг запись какая или что еще. Мы в прямом эфире, все вживую. И тут в соцсетях начинают вообще очень интересные вещи происходить. Люди начинают сомневаться, а настоящий ли царь. Ну, анализировать разное, делятся разными видео, разными выкладками. И это вроде как, ну, вражеская история. Нельзя так, ух, там, негодяи, это и псо, вот это все. Но с другой стороны, количество людей, которые усомнились в Зеленском, достаточно много. Даже вот сегодня мы обсуждали с психиатром, да, вот эта фраза, да, когда у него задают вопрос по поводу дружбы, он говорит, а у меня нет друзей, у меня нет времени на друзей. То есть Ну да, последнего друга отправил 28 ноября в отставку. нет времени на друзей, понимаете? Вот, у меня есть только партнер. Ну, Ну, в смысле, да, партнеры остались. международные партнеры. Вот, ну, то есть партнеры у него есть. Но мы же видели, ну, как это все было, даже в материалах НАБУ. То есть сидят они друг другом, там трут. Тот же этот Сигизмунд, тот же Галущенко. А сейчас тебе Зеленский набирает. Тут ему пишет, тут сразу набирает. Слушайте, это времени у него вагон. Понимаете, вагон и маленькая тележка. Просто интересно, что люди уже, ну, видят фальшь, да, не верю по Станиславскому, и записывают, и вот тиражируют. Это вот одно из многих подобных мнений. Так он и есть медийное лицо. Ну, давайте смотреть правде в глаза. Это не политик. У него нет никакого серьезного образования, опыта, экспертизы для ведения вот таких дел. Все, что он делает, это медийка. И поэтому это заметно, кстати, когда его спрашивают о чем-то журналиста, ну или, в принципе, да, какие-то переговоры, он говорит вот этими заученными блоками, как актер. Ну, ты слушаешь, и ты понимаешь, что да, вот есть какие-то блоки, которые нужны для популярности, для медийки. Вот он так и делает. Ну, то есть раскусили уже все Зеленского. Все ответы на вопросы, все, что он несет, да, вот даже про ядерку комментарий, серьезнейший момент, под угрозой существования там вообще мира, да, если там ядерная война, или цена ядерный удар по Украине, или там еще что-то, а он блоками отвечает заученными. Вы как неофициальный биограф и автор книги «Джокер», что скажете по поводу этого прозрения, по поводу Зеленского? Ну, смотрите, на самом деле он всегда отвечает блоками. Он никогда не был силен в импровизации. Импровизация – это не его конек. Вот. Если вы посмотрите старые выпуски КВН, у него всегда были провальные конкурсы капитанов. Он там никогда не был силен. Тогда, когда надо вот именно экспромт какой-то, вот, импровизацию, он не умел этого. Но у него блестящая память. Он очень быстро запоминает тексты и очень близко к тексту их воспроизводит. Это стоит отдать должное. Поэтому все, что говорит Зеленский официально, это заученные тексты, заученные блоки. Вот. А то, что многие сейчас сомневаются в том, что Зеленский ли это вообще, вот, а может, это двойник Зеленского. Так вы вспомните, вот сколько украинская пропаганда говорила о том, что Путин уже давно умер, вот, а его обязанности там двойник или тройник, там Путин лежит там в холодильнике на Валдае, вот, с октября 22 года или еще раньше, вот, а это все двойник. Вот. Ну так вот, извините, пожалуйста, а сейчас Уитков предлагает конкурс двойников, чтобы они встретились, да, получается? Да. На самом деле, знаете, мне так нравится наш чат сегодняшний, там такие перлы, они так немножко так поглядываю, там вот это партнер, пианино, протер, в общем, там, ну, юмор, он продлевает жизнь. Но на фронте-то не сладко в последнее время. Сегодня очень важный эпизод произошел. Это всегда новость с передовой, всегда новость, когда подрываются мосты, дамбы, даже локальные. Даже локальные мосты и дамбы, собственно, подрываются. Вот видео одного из подобных
подрывов, да, это вот непосредственно место этого подрыва, это вот Константиновское направление за Константиновкой, так сказать, усложняя логистику вооруженным силам Украины. Все спросят, ну подождите, если подрывают, значит им же самим будет тяжело идти дальше. Да нет, нельзя подвести уже нормально вот в Константиновку все происходящее. И на этом фоне вообще обостряется как бы другая линия, достаточно серьезная. Что-то должно произойти с фронтом. Одни предрекают, что в ближайшее время все бросят, все силы на Донбасс, и там действительно происходит самое главное военное событие. Другие говорят, что будет удар по Запорожью. Третьи говорят, что, извините, пожалуйста, но Киев тут как тут. Недаром там Лукашенко подергивает за усы Зеленский, потому что это минимальная, очень законспирированная, но подготовка. Вот как вы думаете, куда развернется именно война в этом промежутке? Или не будет никакого разворота? Закончится все, встретятся, договорятся, что надо сдадут и будут дальше раны зализывать? Окончание войны невыгодно только определенным европейским кругам, которые об этом уже открыто говорят. Если еще в прошлом году они говорили об этом на закрытых каких-то саммитах, и потом только доносилась информация, что вы должны воевать дальше, год-полтора, держитесь, мы вас обеспечим деньгами и оружием, то сейчас уже лидеры европейских государств говорят абсолютно открыто, что Украина должна воевать. Ни в коем случае нельзя соглашаться на те условия, которые были выработаны в Анкоридже. Что касается ситуации. Ситуация на фронтах, она только бравурно выглядит в отчетах Сырского. Да. Вот перед каждой встречей в Женеве показываю, что у нас большие успехи, хотя у американцев есть своя разведка, есть свои разведданные, они видят, что в основном все эти успехи сосредоточены в серой зоне. Нету больших прорывов, а вот эта вся бравада относительно того, что мы отвоевали там 4000 квадратных километров, она существует только исключительно на бумаге. Вот. Есть только исключительно вот эта вот борьба за серую зону. Там, зашли, вышли, завтра снова зашли и так далее. Вот. Потеряли большое количество людей, но при этом отчитались о том, что у нас большие успехи. Вот. Что касается России. Россия всячески демонстрирует, что вы можете не соглашаться на наши условия, но мы свои цели достигли. И поэтому вот сейчас Дружков, Константиновка, вот дальше открывается дорога на Краматорск и Славянск. Вот, да, крупные города, да, серьезная промзона, вот, хорошо укреплены эти города. Вот, но в целом открывается сейчас выход на эту Краматорско-Славянскую агломерацию. Вот. Что касается Запорожской области, это второе направление. А что касается Беларуси сейчас, то вот очень многие моменты показывают, что британцы очень бы хотели создать определенную ситуацию, когда бы Польша, страны Балтии и Украина стали бы определенной угрозой для Беларуси. Вот. Ну, нельзя Европе прекращать войну. Если прекратится война в Украине, то, соответственно, надо открывать второй фронт. Второй фронт – это Беларусь. Да. Извините, я не хочу никого пугать, но очень на это похоже. Вот эти все танцы вокруг Тихановской. Вот эти, вот на днях с ней уже спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук уже встречался. Перед этим Зеленский. Зеленский пригласил ее в Киев. Сейчас ведутся попытки каким-то образом объединить белорусскую оппозицию, которая была очень сильно раздроблена, расшатана. В Европе уже несколько лет ведутся разного рода вот натовские приготовления, которые имеют в виду как раз в первую очередь там, изучение возможностей ведения боевых действий на территории Беларуси. Я говорю это не просто так от балды, я просто-напросто знаю, о чем я говорю, потому что еще в 2023 году подобного рода анализ заказывался
вот, натовскими структурами, там, скажем, пронатовским аналитическим центром в Германии, во Франции и так далее. Вот. И вот эти все заявления сейчас, вот эти, которые делаются Зеленским, тоже не на голом месте. Тоже не на голом месте, потому что Запад заканчивать войну не хочет. И поэтому, если Украина под давлением Соединенных Штатов будет вынуждена выйти из войны, то тем же европейским государствам будет нужен новый театр боевых действий. Ну, у Беларуси есть ядерное оружие российское. Да, Орешник. российское. Да, вот именно тогда, если будет совершено подобного рода нападение, тогда это может стать одним из факторов применения этого ядерного оружия. Но я уже говорил сегодня, что некоторые считают, что чем хуже, тем лучше. Я просто пытаюсь понять логику. Давайте просто смоделируем. Это очень важно сейчас. Логика о том, что давайте как-нибудь закончим войну в Украине по-быстрому. И начнем, примутся за Беларусь. Зеленский будет помогать всячески, там, лагеря, подготовка, вооруженные силы, почему нет. И вот мы просто сейчас отметаем в сторону, отставляем, что будет делать Россия, да, и, сам Лукашенко. Я скажу, что вот именно если будет нападение на Беларусь, тогда Россия действительно применит ядерное оружие. И я думаю, что она уже уведомила об этом и Соединенные Штаты, и другие ядерные государства. Но если эта вот заваруха с Беларусью начнется при незаконченной войне, есть очень серьезное опасение. Давненько так, вот есть такой один тоже из боевых солдатиков, он командир, да, одной из бригад, Верес у него фамилия, он высказался как-то о втором походе на Киев. Очень же интересная історія. Знову буде прорив до Києва, левова частина від нас захоче піти, бо там їхні домівки, і там захищати. І у нас і там буде жопа, і тут буде жопа. Як людина... Я скажу, коли почався 22-й рік, і мій населений пункт захопили, і у нас не було війни цих 1,5 тижня. Ви з Житомирщини, так? Я з Київщини, Київщини. Києва. І коли захопили, скажімо так, мою домівку батьків і мою домівку, і в мене цих 1,5 тижня війни не було на смузі, на Донеччині, я просто умоляв командира бригади, щоб мене відпустили. Просто я не знав такої фрази ССЧ. Але якби я знав це як зараз, не факт, що я б залишився там, відносно. Тобто в мене дом захопили, я собі сижу в Донецьку. Але мене комбриг втримав. І війна догнала через тиждень-півтора, прям конкретно жорстко, що не міг про це думати. А більшість людей захочеш, там люди, там дружини, там близькі, тому що ти їм скажеш? Вот. Казалось бы, к чему это? Но это действительно серьезный этап. Вот если сейчас пойти на Киев, с одной стороны, конечно, есть такие, как Полиса. Сейчас же этот Редис и Полиса, они генералы. Представляете? Да. Генералы вчера назначил Зеленский, дал. Причем, а чем они командуют? Чем? Генерал не обязательно командует у нас, вы же понимаете. В свое время я очень хорошо помню ситуацию в одном из ведомств, где силовых ведомств, во времена Ющенко, где соотношение генералов к офицерам было 8:1. На 8 офицеров был 1 генерал. Знаете, это вообще было... Кем они командовали? Нет, в воюющей стране вот так раздавать генералов, а он кто? Зам главы офиса. Так вот, он всех успокаивает, там говорит, все хорошо у нас, и свои, военные, все, у всех улучшилась ситуация, пополнение идет, в общем, хорошо, все. СЗЧшников много спрашивают у него, а он говорит, так подождите, СЗЧшники, это просто мобилизованные, да, это те же уклонисты. Они просто бегут с учебных центров. А те, кто попадает уже в бригады, то есть в части военные служить, те они вообще там минимум, мизер какой-то бегут. Но Верес говорит дело солдатское, такое сермяжная правда, вот это вот все то, что... Да, тогда была такая история. Перли на Киев, да, еле удержали. Никто не понимал, что такое СЗЧ. А сейчас кто кого удержит, если какой-то нестандартный ход, внимание, не Украина предпримет с провокацией там белорусской или еще какой-то, а Россия. Я не отрицаю, что может быть подобного рода операция. Вот. Но это будет абсолютно иная операция со стороны
России. Потому что Россия очень серьезно подошла к изучению всех тех ошибок, которые были допущены весной 2022 года. Военные, наши, украинские военные, мне говорили, это причем не там люди, которые там только вот сейчас получили погоны, но это полковники с серьезной такой биографией в возрасте. Они говорили о том, что они очень тщательно изучали как раз наступление российских войск на Киев в феврале-марте 2022 года, и они поняли, что на самом деле Россия готовилась не к штурмовой, а фактически едва ли не полицейской миссии. Что было не так много тех сил, которые должны были не штурмовать Киев, а подавлять очаги сопротивления. Они готовились к совершенно иной встрече, что называется. Вот. И в этом плане, я думаю, что если, не дай бог, вот, будет предпринято определенное действие, то, соответственно, это будет абсолютно иная форма наступательной операции с задействованием абсолютно иных сил, иной техники и с абсолютно иным результатом для Киева. Поэтому говорю, не дай бог. Понятно, что у нас не военная тематика, но я с политической точки зрения не могу вас не попросить попросить покомментировать еще одного военного, что тоже достаточно многих, напугало. Значит, есть ТРОшники, которые защищают, внимание, Одессу. И вот они говорят о том, как у них там все укреплено. Мышь не проскочит. Угу. У разі необхідності додатково будуть залучені до оборони міста Одеса. Риторика і настрої нашого ворога, что Одесса это там... Ну, смотрите, тут мне подсказывать не было звука. В общем, давайте я так перескажу. Этого Носика, да, это Носик, глава ТРО. Значит, в общем, тут два момента меня интересуют. Круговая оборона Одесской области, это прям шокирует. Они прям готовятся. Второе, что очень примечательно, на фоне ужаса ТЦКшного, который все сейчас переживают, пытаются как-то оправдаться, ну, это, конечно, не получается. Ну, ладно. Какие-то есть добровольцы, студенты-пенсионеры, они их привлекают, дают им оружие, у них есть оружие, прям серьезно взялись? Константин Петрович, это они просто за деньги отчитываются и за то, что они не на фронте, а вот там при корыте каком-то полувоенном ТРОшном находятся и заодно и жителей успокаивают? Или действительно есть сценарии, где вот это все, что он перечислил, мы не услышали, да, вот эти все ограждения, киллзоны, местные жители, может пригодиться? На самом деле, я думаю, что это до некоторой степени бравада и до некоторой степени действительно отчет о проделанной работе. Вот, что недаром хлеб едим и недаром мы здесь находимся. Вот это. Второе – это для успокоения
граждан. Вот. Ну, а что касается неприступности, заявления о неприступности и так далее, их лучше делать после завершения войны, потому что история знает огромное количество примеров, когда объявленные неприступными объекты вот, очень быстро сдавались. Ну, насчет, знаете, вот это неприступности, у нас в последнее время это характеристика другая, слово неприступность. Неприступность на трассе Киев-Одесса, понимаете? Там действительно, ну, уже сообщили, все, вот эти подрядчики, которые строили, ремонтировали, 80 там дорог будут за свои деньги ремонтировать, объявили. И все так поулыбались, посмеялись. Бедный Ага, Кирилл Тимошенко, бедный Кирилл Тимошенко. Кирилл Тимошенко лично будет щебень Да. отгружать, понимаете? Там уже всех мобилизовали, технику изъяли, турки уехали, которые вот это все строили. В общем, там очень интересный на самом деле расклад. Подведем итоги нашего сегодняшнего опроса, уважаемые зрители. Откуда власти Зеленского на данный момент исходит больше опасности? 9% от Путина, 15% от народных волнений, 33% от Трампа и 43% от ближнего круга. Слушайте, помните, это тоже ведь парадокс. Все же возвращается бумерангом. Сценарий Табакерка. Помните, нам рассказывали про Путина, который в холодильнике. Но сценарий Табакерка должен быть. Сейчас тоже Знаете, может быть Табакерка. Да не обязательно Табакерка. В сентябре 1972 года в Чили генерал Эстрада попытался совершить переворот, государственный переворот. И он даже составил список тех, кто должны быть уничтоженными. Вот. На первой позиции был Сальвадор Альенде, вот, а на второй позиции был Аугусто Пиночет, как ближайший соратник Сальвадора Альенде. Ну, путч провалился, и через год уже Аугусто Пиночет, ближайший соратник Сальвадора Альенде, некогда, еще год назад ближайший соратник, вот, организовал переворот. Вот. Поэтому, знаете, не обязательно Табакерка. Вот. Это да. Значит, поехали к вопросам, уважаемых зрителей. Друзья, спасибо, что их оставляете. Это всегда подстегивает. Значит, вопросов предостаточно, поэтому режим блица, там как получится. Александр. Зачем Кая Каллас выставляет условия России по окончанию конфликта, в то время, когда с утерявшей суверенитет Европой никто не ведет переговоры и не воспринимает всерьез? Моська, знать, она сильна, лает на слона, ну, и так далее. Классика. Нет, ну погодите. Мерц с Си Цзиньпином встречается. Ну так. Си Цзиньпин встречается со многими лидерами, но много званых, мало принятых. Так, Лина Востроилова. Итоги войны сегодня не ясны. По окончанию в Украине может быть реальностью правления тех, кто сейчас воюет, на стороне России. История знала такие примеры, и это то, чего боятся в Европе. Я серьезно говорю, потому что мои разговоры с европейскими коллегами, они говорят, вот такой вот вариант. А что если вдруг объединятся и повернут штыки в другую сторону, значит. Вот. Я говорю, ну, пока что выглядит как фантастика, но, я еще раз повторюсь, история знала подобного рода примеры. Так, Сергій задає вопрос. Бажаю здоров'я, Олександра. Запитайте Костя, чи не розглядав він варіант аудіокниги «Джокер» голосом Арестовича. Дякую. Обов'язково поговорю, постараюсь поговорити з Арестовичем, хоча востаннє ми з ним дуже коротко спілкувалися 4,5 роки тому. Так, значит, добрый вечер, Александр Костпетрович. Ох, какой вопрос. Бытует объективное мнение, что именно благодаря как раз-таки войне Зеленский, у которого до военных событий рейтинг летел в пропасть, в итоге не только власть сохранил, но и во многом укрепился. Но некоторые люди говорят, что если бы не война, то группа недовольных политиков с как минимум одним очень влиятельным олигархом собирались качнуть его, и чуть ли Майдан не готовили против. Можно вспомнить, сколько стояла информационная атака Гордона на власть, в целом Зеленского в частности. Действительно складывалось впечатление,
что режим вот-вот. Ну и тут война, превращение хромой утки в Че Гевара, Наполеона, Черчилля под лозунги «Бон и втик» с его тотальной узурпацией власти. Кость Петрович, зачем Путину нужно было начинать войну, тратить на нее такие ресурсы, если можно было просто подождать несколько месяцев, и новый Майдан вынес бы Зеленского. Путин понимал, что все равно никто уже договороспособный не придет к власти в Украине, и недооценил слабость Зеленского, решил воспользоваться ситуацией, или это была операция по спасению агента Буратино? Я не верю в Майдан, который снес бы Зеленского. Это первый момент. Технологией Майдана обладают только Соединенные Штаты. И любые другие Майданы, которые пробовали делать другие игроки международные, они не приводили к успеху. Вот. Что касается самой ситуации в Украине, ну, в перевороты верю, в Майданы, в успешность этих Майданов абсолютно не верю. Да, в конце ноября, в начале декабря 2021 года многие, и даже сам Зеленский, говорили о том, что они знают, о том, что один из олигархов, намекая на Ахметова, готовит там против него определенные действия. В то время Ренат Леонидович очень серьезно вошел в клинч с Зеленским. Близкие к Ахметову Гордон, кто там, Савик Шустер, еще несколько человек, плюс примкнувший к ним Аваков, встречались где-то в Прибалтике, там записали видео, там видеопослание с такими намеками, что вот мы идем, а доктор Комаровский еще там был, ну вот, что мы идем сейчас. Вот. Зеленский это расценил как прямую угрозу, и выступил даже с заявлением, что вот меня тут олигархи попытаются свергнуть. Но вопрос, что само свержение, сам переворот был только в голове у Зеленского. Вот. Я не думаю, что Ахметов играл в эти игры. Более того, он нашел способ послать Зеленскому определенный месседж о том, что никто никого свергать не собирается. Вот. А то, что, да, если бы не было войны, то многое бы завершилось в Украине, наверное, совершенно по-другому. И, возможно, процесс внутренней аннигиляции, взаимной аннигиляции там, определенных политиков к концу 22-го, началу 23-го года пришел бы к определенному финалу, особенно учитывая то, как стремительно падали рейтинги Зеленского, как начиналось взаимопоедание разных групп влияния в окружении Зеленского. Вот это все, да, конечно же, это повод для размышлений. Как было бы, если бы. Об Игоре Валерьевиче от Дениса вопрос. Не кажется ли вам, что есть шансы у Игоря Валерьевича взять реванш, вендетту у команды, и сможет ли он на выборах поставить своего кандидата? Он уже поставил один раз своего кандидата. Вот. Как-то не очень удачный стратег из Игоря Валерьевича. Так, Виталий возмущается и доносит до всех. Константин, Александр, Гордон, агент ФСБ. Да. Знаете, на самом деле Гордон – это уникальная личность, я не хочу комментировать, но приспосабливаюсь. Вот если завтра будет ядерная война, не дай бог, вот, в мире останутся, как говорят ученые, крысы и тараканы только выживут, и обязательно выживет еще Гордон. Да. Ну, ладно, не буду там продолжать эту тему, шутить о том, в каких цветах будет сайт Гордона, если не произойдет непоправимое. Значит, вот такой вопрос. Мысли вслух. Пройдет не так много времени, и дети и внуки ТЦКшников будут рассказывать страшные истории про репрессии Зеленского, когда людей хватали прямо на улице средь бела дня. Что думаете? Вы знаете, как показывает опыт, вот, некоторые дети бывших полицаев, потом, там, через несколько десятилетий,
вот, становятся достаточно весомыми фигурами. Кто президентом Украины, кто лидером социал-демократической партии Украины Объединенная, потом главой администрации президента и так далее. Вот. Кто еще кем-то. Знаете, на самом деле новые тенденции вот, очень многое списывают. Очень многое списывают. Петр, Константин Петрович, остров Эпштейна был пропиской в мировую элиту? Нет, это были, скажем так, это были такие себе уже элитарные игры, когда элита начинает вырождаться, когда элита начинает попросту беситься с жиру, что называется, вот, появляются вот такие вот острова Эпштейна. И остров Эпштейна – это же не единственное место, где они могли оторваться. Таких больших, меньших островков вот, по миру очень-очень много. Уважаемый Константин Петрович, считаете ли вы за Украиной и есть, скучаете ли вы за Украиной, и есть ли хоть малейшее желание вернуться когда-то, это вообще возможно в ближайшем будущем? Искренне Кстати, говорю, что очень хотелось бы вернуться в Украину. Я каждый день общаюсь с Украиной, с украинцами, общаюсь с своими родственниками, общаюсь со своими знакомыми, друзьями и так далее. Кто-то приезжает ко мне сюда, кто может выехать, там, имеет возможность такую. Вот кто-то, ну, постоянно у меня диалог, у меня дня не проходит, чтобы я не общался с людьми из Украины. тут еще такой дополнительный вопрос, а выплачивают ли пенсию подсанкционным? Это не про вас, вы молодой и перспективный, но в принципе... Ой, я уже, да, не, ну у нас, я даже не знаю, когда мне пенсия положена, но мой покойный отец постоянно говорил, что, а как же ты будешь, вот как же пенсия будет? Ты же постоянно как бы вот на ну, имеется в виду, что я в свое время ушел с работы, где платили мне как бюджетнику, вот, когда я преподавал в университете, пошел на вольные хлеба. И отец говорил, как же ты будешь потом пенсию получать? Я до сих пор вот не понимаю, как я буду и когда получать эту пенсию. Будет ли вообще эта пенсия? В том-то и дело, будет ли эта пенсия. Так. Сегодня, Виктор пишет, сегодня у Шелеста Датюк назвал Украину свободной страной. Но Константин Петрович в своем телеграм-канале назвал украинский режим фактически диктаторским, фашистским. При этом Датюка он упоминал как замечательного философа. Как можно замечательно философствовать, основываясь на ложном восприятии реальности? Ну, Датюк так видит. Он художник, он так видит. Вот. Вы понимаете, каждый вкладывает свое понятие свободы и несвободы в ту действительность. Датюк, в отличие от меня, находится внутри Украины. Вот. И, возможно, то, что он наблюдает внутри Украины, кажется ему свободным миром. От того, что у нас есть разница во взглядах, я не перестану уважать Датюка как философа и как мыслителя. Да, и смотрите, это вот очень важно, особенно ввиду там, последних там разных инсинуаций, всяких там вот этих там моментов, волн против разных людей, там, против меня, против Костя Бондаренко, против там, Датюка, против украинцев, не украинцев, россиян каких-то, еще кого-то. Ребята, значит, вы должны, ну вот, я просто всем рекомендую, всех слушать, соотносить набор аргументов, читать желательно побольше. Всех. То есть, чтобы укрепиться и, ну, или наоборот где-то изменить, подкорректировать свой взгляд на то или иное. Поэтому он же как сравнивал? Он же сравнивал Россию и Украину. И, мол, что Украина свободнее, чем в России. Я ему оппонировал, ну, потому что это очень смешно. На подсанкционном канале, да, две страны, которые хотят запретить Телеграм, и делают для этого определенные шаги. Сегодня вообще вот этот Юрчишин говорит, мы сейчас свой Телеграм создадим, всех туда на базе переведем. DI, да. На базе DI, да. Макс, Да. или Мах, да, Макс российский, один Да. в один. Да, ну да, так что, ну, нам же обещали государство в смартфоне. Вот будет государство в смартфоне. Когда-то Муссолини сформулировал основной принцип фашизма. Он говорил, ничего вне государства, ничего против государства, ничего без государства. Вот, говорил. Так вот, у нас ничего без смартфона.
Вот, без государства в смартфоне. Все должно быть в ДИИ. Даже аналог Телеграма должен быть в ДИИ. А вот это, кстати, тревожный звонок. Заглянул в новости, передают, что трехстороннюю встречу по Украине перенесли на начало марта. Ну, начало марта уже на следующей неделе. Так что... Но имеется в виду перенесли. Да. Начало это тоже как бы понятие растяжимое, понимаете? То есть, а там же 8 марта. Вроде же как 8 марта не отменили в Украине. Нет, еще не отменили. Поэтому как-то до 8 марта. Уже после. Ну, в общем... Как вы оцениваете версию о том, что инициатива мирных переговоров со стороны США может сопровождаться параллельной экономической игрой, в частности, перераспределением влияния на рынке танкерных перевозок нефти, что фактически бьет по интересам России и БРИКС? На самом деле об этом говорится уже давно, что Соединенные Штаты хотели бы повлиять очень существенно на танкерные перевозки. Вот, тем более, что одним из самых крупных обладателей танкерного флота, например, является Иран. Вот, понятное дело, что контролируя танкеры, перевозящие нефть, Соединенные Штаты могут серьезно давить тогда и на Китай, и на прочие государства, но вряд ли сейчас у Соединенных Штатов есть достаточно сил для того, чтобы эффективно выполнить эту задачу, которую они для себя, возможно, нарисовали. Где лучше пережить анархию и разруху в Украине после конца войны? Город или село? Станет ли легче выехать из страны мужчинам? То, что касается выезда, уже неоднократно власть говорила о том, что не допустит выезда. Еще несколько лет после окончания войны не допустит выезда, потому что кто будет работать над восстановлением страны? Это первое. Второй момент. Даже если бы украинские власти предприняли такой шаг и сказали, что все, открываем границы, Европа бы сразу же ввела бы снова визовый режим. Вот, потому что они понимают, что бесконтрольный поток людей, особенно людей с, давайте говорить откровенно, с нарушенной психикой, вот, в Европу создаст очень серьезные проблемы для тех же европейцев. Извините, я сейчас добавлю просто. Сейчас идет тренд важный. Запретить участникам СВО России, мужчинам российским, приезжать в Европу. Кая Каллас об этом высказалась. Сибига говорит, это моя идея, ну типа украинская. Но это же такой обоюдоострый меч. Продолжайте, пожалуйста. Конечно, в том-то и дело. Это обоюдоострый меч. Соответственно, а что касается где пережить, ну тут сейчас дать рецепт очень сложно. Очень сложно. Опыт 1919-1920 годов показывал, что свои были ужасы и свои были риски как у городского, так и у сельского населения. Вот. Так что единого рецепта дать сегодня невозможно. Так, очень интересные вопросы также в чате трансляции. Спасибо большое, что их тоже отправляете. Переходимо к ним. Значить, Саша, привіт. Ви вчора говорили на шумі, що запитаєте. Да, я говорил на шуме вчера, что Константин Петрович о победе над Гитлером во Второй мировой войне без США. Задам вам вопрос. Я просто рассказывал, зашла речь. В общем, сейчас же какой тренд, да, что да победили бы без России, без СССР, то есть это все равно уже там все как бы и без них победили. Другие говорят, смотрите, без Второго фронта не победили бы Советский Союз, он бы так бы и тлел бы, этот Гитлер, этот Рейх, но немножко укушенный, ну там откушенный и пострамленный, но тем не менее некоторые, я просто знаю, есть такие теории, которые говорят, что, ой, лучше бы сохранили бы Гитлера, да, на маленькой какой-то Германии, и он бы там себе, в общем-то, переродился, чем потом вот это реваншизм. Но я делился с радостью своей, что я еще представляю то поколение, которое могло почитать официальную историю, неофициальную в одну сторону и неофициальную, внимание, в другую сторону историю. И есть прям четкие выкладки по вооружениям, количеству наступавших войск, по состоянию, ну,
Германии на тот момент, которые указывали, что США реально вскочили в этот паровоз ровно потому, что поняли, что все уже, там дело к финалу, и они просто как бы на финишном старте уже как бы подхватили вместе с СССР и ну, вот этой нормандской высадкой, вот это все, что происходит. Что вы об этом думаете? Потому что вот мы же привыкли как, да, все, что отличается от классической советской подачи истории, причем иногда даже вымышленный бред считается модным и правильным, только потому, что они против. Но есть же и в другую сторону, причем такие небезосновательные перегибы. Ну, никто из историков не отвергает тот вклад, который внесли Соединенные Штаты и Великобритания во Вторую мировую войну. Да, их вклад был тоже весомым, но давайте говорить откровенно, что основной вес этой, основная тяжесть этой войны легла на плечи именно Советского Союза. Вот, это первый момент. Второй момент. Историки, мне попадалось где-то как раз эти данные, когда путем именно компьютерного моделирования процессов, вот, которые там ввели определенные вводные. Вот, это Соединенные Штаты и Великобритания не вступают во Вторую мировую войну, не открывают второй фронт. Но при этом сохраняются, например, там, поставки по ленд-лизу и прочее. И эти расчеты показали, что Советский Союз все равно выиграл бы войну. Более того, что он получил бы под контроль значительно большей территории Европы, но война закончилась бы приблизительно в конце 1947 года. Она бы продлилась бы дольше. И количество жертв, конечно, было бы больше. Вот. Значительно большее количество. Если Советский Союз потерял военных, именно военных, которые погибли на фронтах, по разным оценкам около 10 миллионов, по некоторым данным около 11 миллионов, именно бойцов Красной Армии, так бы потеряли бы под 20 миллионов как раз, и общие тогда потери составили бы 35-40 миллионов человек. Да, в общем, такая очень интересная тема для размышлений. Опять-таки, можно вообще даже додумать, сейчас же там мы ждем, пока Daily Mail или Daily Mirror, короче, написали о том, что там Трамп должен про инопланетян что-то рассекретить, а оно пропало. Такая хохма, да? Но я к чему? Конспирологию сюда можно немножко добавить, что технологии и разработки Рейха перешли бы тогда не в США, Да, конечно. А Советскому Союзу, да, там еще одно условие, там как раз компьютер, тогда как раз именно компьютерное моделирование показало, что Советскому Союзу пришлось бы тогда столкнуться еще и с противостоянием со стороны Великобритании, которая была бы на определенном этапе попыталась бы помешать продвижению. То есть вступилась бы за Гитлера. Фактически да. Не столько за Гитлера, сколько против Советского Союза. Поэтому и такие высокие потери. Угу. Значит, следующий вопрос, кстати, очень интересно, да? Госдеп осудил удар ВСУ по КТК в сентябре. Это имеется в виду казахскому терминалу. Дескать, это задевает интересы США в Казахстане. Как по-вашему, каковы будут последствия при повторном таком ударе? Степанишин рассказывала в декабре, по-моему, был удар по казахскому. Да, в декабре. Скажем так, что в среде украинских военных есть очень много тех, которые считают, что нам Америка не указ. Условно. Но это только ускорит фактически санкционные действия со стороны Соединенных Штатов, не объявленные санкции. То, о чем говорится, прекращение военной помощи, прекращение обмена разведданными и так далее. Вопрос. Прошло 4 года. Сергей пишет. До сих пор не могу понять. Может, Константин объяснит, в чем прелесть Зеленского и компании? В согласии быть прокси Европы в войне с Россией, осознавая, что тебя используют по полной? Они на это соглашались. Зеленскому просто сказали, что ты будешь прокси Европы. Он на это согласился еще в
в феврале или в марте 2019 года, до выборов. Алексей задает вопрос. Константин, скажите, пожалуйста, ваше мнение, когда будут выборы, Буданов поддержит Зеленского или Залужного? Я думаю, что Буданов будет идти все-таки, будет пытаться играть свою собственную игру. Насколько мне известно, процесс создания якобы общественных организаций, которые трансформируются потом в партию под Буданова, дальше продолжается. Понимал ли Зеленский в 2022 году, что война единственный его шанс остаться у власти, или все случилось по факту? Как вы думаете? По крайней мере, уже осенью 2022 года я общался с одним человеком, очень близким к Зеленскому, и тот мне сказал: ну ты же понимаешь, что Зеленский пришел к власти минимум на 20 лет. Я тогда так ухмыльнулся. Вот, говорю, ну-ну. Вот. Но потом я вижу, что все-таки для Зеленского это уже была уже тогда сформированная программа. Мгм. Российская военно-гражданская администрация Харьковской области не расформирована и до сих пор продолжает работу в Белгороде. Вопрос: Россия будет включать Харьковщину в состав? И что, по вашему мнению, ждет сам Харьков? Все будет зависеть от результатов переговоров, и все будет зависеть от результата, от исхода боевых действий. Если переговоры провалятся, Путин скажет, что все, договоренности в Анкориже не имеют под собой смысла, мы идем дальше. Антон, спросите гостя Бондаренко, что должно произойти в истории Украины, чтобы назвать памятник имени Трампа? Да у нас на самом деле, знаете, Вместо дуракам Патона. Да. А лучше Нет, у там нас- Рюта и Патрона. Потом Патрон. Нет, у нас уже есть улица Рейгана, у нас есть улица Маккейна, у нас есть улица Бориса Джонсона, если не ошибаюсь, в Кривом Роге, вот, и так далее. То есть у нас на самом деле, знаете, это ж такое, дурное дело не хитрое. Ой, это да. Так, значит, в случае перемирия без ТЦК снесут режим, если оставить ТЦК, но перемирие и мясо не нужно, то зачем тогда ТЦК? Зачем при перемирии держать границу на замке, если миллионы людей снесут режим или уедут? Я не верю в то, что миллионы людей встанут завтра и снесут режим. Вот. А почему Миллионы вы так не людей верите недовольны этим режимом, украинцев? страшно недовольны этим режимом, но их недовольство ограничивается границами их кухни. А что касается ТЦК, это гвардия Зеленского. Это личная гвардия Зеленского, которая верой и правдой служит ему, и которые считают, что они связаны с Зеленским круговой порукой. Ой, господи. Зеленский сообщает подробности переговоров с Трампом. Только что говорил с Трампом. На звонке также присутствовали Стив Витков и Джаред Кушнер. Говорили о вопросах, над которыми завтра в Женеве будут работать наши представители на двухсторонней встрече, а также о подготовке следующей встречи переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате. То есть я понял, Умерова отправляют, да, одного. То есть переговоры будут завтра в двухстороннем формате. Так вот, рассчитываем, что она даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность шагов. Ага, давайте еще раз. Это Зеленский нам сообщает. Значит, завтра двухсторонняя встреча. Готовится следующая встреча в полном составе, в трехстороннем формате. И вот она должна дать возможность лидерам встретиться. Трамп за. Но только зачем Уитков и Кушнер висели на телефоне? Судя по всему, чтобы при свидетелях поговорить с Трампом. И... Наверное. Да. Наверное, что, плюс ко всему, они же посвящены в переговорный процесс, и поэтому они могли бы внести определенные коррективы в поток сознания, который обычно демонстрирует Трамп. Что касается самих переговоров, опять же, Путин может сказать: мы готовы принять Трампа у нас в Москве. Более того, Трамп в прошлом году говорил о том, что я могу приехать в Москву. Вот будет интересно, кстати, если скажут. Я вчера, кстати, в эфире в прямом тоже размышлял на эту тему в шуме. Шумели мы со зрителями. Но вот смотрите, Зеленский же зовет в Киев Трампа. Но Трамп
это не Урсула, которая там будет в поезде трястись у Укрзалезницы, или Макрон и Мерц, которые будут салфеточки там прятать по карманам. То есть, если Трамп летит в Киев, то он летит на самолете, закрывается небо, все, там объявляется воздушное перемирие, он спокойно приземляется, его там водят по Буче, показывают ему эту всю ерунду. Но Трамп надолго не задержался даже в Ватикане на похоронах Папы Римского. Он быстро окрутнулся, забирает Зеленского, садится в этот же свой борт номер 1 и летит из Киева в Москву. А оттуда уже два варианта, кем приедет Зеленский. Или чемпионом, представляете, и Трамп лично подхватил, подбросил, тут Путин, все, они порешали. Или уже не президентом. Ну, смотрите, когда Байден приезжал, он ехал в Польшу, летел в Польшу, а из Польши уже поездом. Вот. Поэтому Трампу, скорее всего, тоже из-за того, что закрыто небо, воздушное пространство, тоже предложит такой путь в Киев. Понятное дело, что он не согласится, учитывая характер Трампа. И ему намного проще поехать в соседнее государство, в Россию, с которым Соединенные Штаты граничат. Вот. И, соответственно, пригласить туда Зеленского. Вопрос, поедет ли? Не, ну, понятное дело, что, скорее всего, речь будет идти сейчас именно о том, что, дорогой Дональд Федорович, так, повлияйте на Путина, чтобы мы встретились где-то на нейтральной территории. Ах, мечты, мрии. Но что интересно, что вот этой нейтральной территорией снова может оказаться Венгрия. И тут я не знаю, куда Зеленскому лучше ехать, в Москву или в Будапешт сейчас в свете последних событий. Это да, кстати, да. Может, вполне себе и Москву безопаснее, правда, чем Будапешт. Ну, тут пишут, конечно, в чате, нахрен это надо Трампу, все дела. Смотрите, тут же вопрос-то не в этом. Это Зеленскому не надо. Понимаете? Вот в чем вопрос. Как долго Украина, сколько лет может жить без электрики, воды и тепла, интересуется пользовательница. Пользователь Алексей, да. Ну, я думаю, что, в принципе, достаточно долго. Вот, тысячелетиями жили. Просят Илья просит про Слушайте, подождите, и кизяком топили, как вы, Константин Петрович. Вообще смешного вообще ничего нет. Я понимаю, это смех сквозь слезы, но это, в целом. Ой. Вот. Слушайте, вопросов очень много, и все, конечно, очень хорошие. Смоделируйте ситуацию. Венгрия, Илья пишет, отключила подачу электроэнергии Украины. Как это вообще повлияет? Посмотрим после обстрела, наверное, как это повлияет. Именно. После массированного. Это же речь идет о резервном электричестве, которое там подпитывают, спасают. Все слишком далеко зашло с Орбаном и Фицо. Разрулится? Да, слишком. Зеленский делает ставку на то, что все-таки победит Мадер. Более того, очень активно поддерживает Петра Мадера, делает ставку однозначную на него. А если Мадер проиграет? Вот. Да, в Венгрии готовятся сейчас дать очень серьезный отпор и украинским технологам, которые там работают на Мадера, и там тем каналам, по которым Мадера поддерживают и финансово, и прочее. Там некоторых людей, некоторых депутатов Закарпатского облсовета уже объявили персонами нон-грата, через которых шла помощь Венгрии, венгерской оппозиции. Но то, к чему готовятся венгры, как один из вариантов, это то, что оппозиция, если она проиграет выборы, она не согласится с проигрышем. И тогда включится вот этот белорусский сценарий 2020 года. Вот, что, условно говоря, Мадер как такая себе венгерская Тихановская. Вот. И на это тоже у Зеленского есть большие виды. Да, тут еще пишут зрители, что укрепляют ПВО вокруг энергообъектов в Венгрии от Украины. Что тоже на всякий случай, береженного Бог бережет. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на сегодняшнем нашем прямом эфире.
Очень благодарен за то, что поставите лайк и напишите хороший, добрый комментарий. Ах, ну, слушайте, да, вот это вот я там смотрю там по реакции чата. Вчера Зеленский вообще на молитве за Украину еле сдерживал смех, стоял, понимаете? Ну, тут уже просто можно свихнуться. И вполне себе история с перелетами, с трехсторонними форматами. Вопрос, никто же не может ответить до конца. Кем вот встретятся, пишут, давайте в Севастополе встретятся. Красиво, безусловно, в Крыму. Пишут, что Путин не будет встречаться. Смотрите, вот давайте так, встретились, а кем будет Зеленский после этой встречи? Вот же в чем вопрос. Вот главная интрига. Напишите в комментариях. Константин Петрович, спасибо большое за время и мысли. Спасибо и вам. А кем будет? Ну, вы знаете, я постоянно говорил о том, что читайте Гофмана «Цах и Сценобер». Там окончание, там эпилог, в принципе. Вот он все расставляет по своим местам. Друзья, 3 золотых волоска будут вырваны рано или поздно. в случае Зеленского непонятно с какого места. Друзья, спасибо всем большое за то, что мы вместе по средам в прямом эфире, все вживую, все как есть. Берегите себя и друг друга. Добра и света.